Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по самым загадочным уголкам нашей планеты. Мы начнем с башни Дьявола в Вайоминге, монолита, который уже столетия будоражит умы ученых, местных жителей и искателей приключений. Но это не просто рассказ об одной скале. Мы погрузимся в мир легенд, научных теорий и мистических гипотез, сравним башню с другими таинственными местами планеты, от Петры в Иордании до мегалитов горной Шории в Сибири. Это будет аналитическое путешествие, где мы не просто перечислим факты, а попробуем понять, что стоит за этими загадками. Почему природа создает такие странные формы? Могут ли они быть следами древних цивилизаций? Или это что-то совсем иное? Поехали! Башня Дьявола. Монолит, рожденный из мифов. Представьте себе бескрайние великие равнины Вайоминга, и посреди этой плоской, почти бесконечной степи возвышается одинокий гигант – Башня Дьявола. Ее высота – 1267 футов или около 386 метров над окружающей местностью. Это не просто холм или гора, а столбчатый монолит, будто собранный из гигантских шестигранных колонн, плотно прижатых друг к другу. Форма настолько правильная, что кажется, будто кто-то специально ее вырезал. Неудивительно, что местные племена и первые европейские поселенцы видели в ней нечто сверхъестественное. Для коренных народов – Лакота, Шаеннов, Каёва – это место священно. Они называют ее Мадхотипила, что переводится как «медвежья берлога» или «дом медведя». Одна из самых известных легенд гласит, что 7 сестер, гуляя по лесу, были атакованы огромным медведем. В отчаянии они взмолились великому духу, и земля под ними начала расти, поднимая их все выше. Медведь, пытаясь добраться до девушек, царапал скалу, оставляя глубокие борозды. Те самые вертикальные колонны, которые мы видим сегодня. В итоге сестры поднялись так высоко, что превратились в звезды Плеяд. Эта история не просто сказка. Она отражает глубокую связь коренных народов с природой и космосом, где каждый камень, каждая звезда имеет значение. Когда европейцы в XIX веке впервые увидели башню, они были ошеломлены. В 1875 году ее назвали Devil's Tower – Башня Дьявола, из-за неправильного перевода индейского названия, которое ассоциировалось с плохим духом. Это название прижилось, добавив месту зловещий ореол. В 1906 году президент Теодор Рузвельт объявил башню первым национальным монументом Соединенных Штатов, признав ее уникальность. Но что это за место на самом деле? Откуда оно взялось? И почему оно так не похоже на все вокруг? Научные теории – вулкан, магма или нечто большее. Геологи сходятся в одном – башня Дьявола – это результат вулканической активности. Но вот детали вызывают споры. Самая популярная теория гласит, что около 60 миллионов лет назад на месте Великих Равнин был древний океан. На его дне накапливались осадочные породы – известняк, сланцы, песчаник. В какой-то момент из недр Земли начала подниматься магма. Она не прорвалась на поверхность, как при извержении вулкана, а застыла под слоем осадков, сформировав так называемый шток – столбчатое базальтовое тело. Со временем море отступило, осадочные породы разрушались под действием ветра и воды, а твердая базальтовая структура осталась. Эрозия обнажила этот монолит, и вот он стоит как страж посреди равнины. Интересный факт. Базальт, из которого состоит башня, при остывании часто образует шестигранные колонны. Это связано с процессом кристаллизации. Молекулы выстраиваются в упорядоченные структуры, минимизируя энергию. Похожие формации есть и в других местах, например, мостовая гигантов в Ирландии или столбчатый мыс на Курильских островах. Но башня Дьявола уникальна своей изолированностью и масштабом. Она словно выросла из ниоткуда, и это заставляет задуматься. Действительно ли все так просто? Есть и альтернативные гипотезы. Некоторые ученые считают, что башня – это остаток вулканического жерла, а не просто шток. Другие предполагают, что она могла быть частью более крупной геологической структуры, которая полностью разрушилась. Но есть и совсем необычные идеи. Например, теория, что башня – это окаменевший пень гигантского дерева. Звучит фантастично, но ее сторонники указывают на волокнистую структуру колонн, напоминающую древесину, и на то, что в древности на Земле могли существовать растения невероятных размеров. Эта гипотеза, конечно, не имеет научного подтверждения и была опровергнута,
но она показывает, как башня будоражит воображение. Еще одна мистическая теория связана с НЛО. После выхода фильма Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени» в 1977 году, где башня стала местом встречи с инопланетянами, многие начали считать ее космическим маяком. Местные жители рассказывают о странных огнях в небе, а некоторые утверждают, что на вершине есть площадка для посадки кораблей. Наука, конечно, такие идеи отвергает, но они добавляют башне еще больше загадочности. Сравнение с другими чудесами природы. Башня Дьявола – не единственное место, где природа создает нечто, кажущееся искусственным. Давайте сравним ее с другими природными феноменами. Мостовая гигантов в Ирландии – это тысячи базальтовых колонн, уходящих в море. Они тоже образовались из застывшей лавы, но их расположение вдоль побережья создает иллюзию моста, построенного великанами. Легенды гласят, что это дело рук мифического героя Финна Маккумайла. Похожесть с башней очевидна. Те же шестигранные формы, та же вулканическая природа. Но мостовая кажется более приземленной, возможно, из-за своего расположения у воды. А что насчет Улуру в Австралии? Этот красный монолит в центре пустыни – священное место для аборигенов Анангу. В отличие от башни, Улуру – это не вулканическая порода, а песчаник, отшлифованный миллионами лет эрозии. Но их объединяет изолированность и духовное значение. Улуру, как и башня, кажется пришельцем в ландшафте, и оба места вызывают чувство благоговения. Интересно, что аборигены Австралии тоже связывают Улуру с мифами о создании мира, где скала – это след действий духов предков. Эти сравнения наводят на мысль, почему природа создает такие аномалии. Являются ли они просто геологическими курьезами, или за ними скрывается что-то большее? Может, древние видели в этих местах нечто, что мы с нашей современной наукой упускаем? Петра. Город, высеченный в скалах. Теперь перенесемся в Иорданию, в древний город Петра. Это не просто скала, а целый комплекс, высеченный в розовых песчаниках около 2000 лет назад набатейцами. Храмы, гробницы, амфитеатры – все это буквально вырезано из монолитных скал. Самый известный объект – Аль-Хазне – сокровищница, с ее изящным фасадом, который кажется невозможным для технологий того времени. Петра вызывает вопросы не меньше, чем башня Дьявола. Как набатейцы, не имея современных инструментов, смогли создать такие точные и масштабные сооружения? Некоторые исследователи предполагают, что они использовали неизвестные нам технологии или даже унаследовали знания от более древних цивилизаций. Есть и мистические теории. Петра якобы была построена с помощью звуковых волн или левитации камней. Конечно, это звучит как фантазия, но отсутствие четких ответов подпитывает такие идеи. Интересная деталь. Петра была не просто городом, а узлом торговых путей, связывавшим Аравию, Египет и Средиземноморье. Но после изменения торговых маршрутов и землетрясений город был заброшен и потерян для мира до XIX века. Это напоминает нам, как хрупки даже самые великие творения. И все же Петра, как и башня, продолжает стоять, бросая вызов времени и нашей способности объяснить ее происхождение. Гора Воттоваара – аномальная зона Карелии. Теперь отправимся в Россию, в Карелию, на гору Воттоваара, место, которое называют русским Стоунхенджем или даже порталом в иной мир. Это вершина западно-карельской возвышенности, покрытая мегалитами, искривленными деревьями и странными каменными структурами. Высота горы всего 417 метров, но ее энергетика, по словам местных, ошеломляет. Саамы, коренной народ Карелии, считают Воттоваару местом силы, где обитают духи. Что делает это место таким необычным? Во-первых, мегалиты. Огромные валуны, некоторые из которых весят тонны, выглядят так, будто их кто-то аккуратно разместил. Есть камни, разрезанные под прямым углом, словно лазером. Геологи объясняют это древним землетрясением, но альтернативные исследователи видят следы высокоразвитой цивилизации. Во-вторых, деревья. Многие из них искривлены, как будто подвергались воздействию мощного излучения. Уфологи даже предполагают, что здесь могла быть авария НЛО. Интересный факт. На Воттовааре находят так называемые сейды – камни, поставленные в неестественных положениях, часто на маленьких ножках из других камней. Саамы верят, что это алтари для общения с духами. Но кто их создал? И как? Некоторые сейды весят десятки тонн,
и поднять их без техники кажется невозможным. Добавьте к этому рассказы о странных ощущениях, которые испытывают посетители, от эйфории до паники. Наука пока не дает ответов, но аномалии Ваттаваары заставляют задуматься. Может, природа и сверхъестественное ближе, чем мы думаем? Петроглифы Онега. Послание из прошлого. Еще одно загадочное место в России – петроглифы озера Онега. Эти древние наскальные рисунки, созданные около 6-7 тысяч лет назад, изображают людей, животных, лодки и странные символы. Но их уникальность не только в возрасте. При закатном свете изображения словно оживают, меняя очертания. Это не магия, а мастерство древних художников, которые учитывали игру света и тени. Что пытались передать создатели петроглифов? Некоторые ученые считают, что это сцены охоты или ритуалов. Другие видят в них астрономические карты или даже хроники контактов с иными существами. Например, изображения существ с лучами вокруг головы напоминают современных инопланетян из поп-культуры. Конечно, это может быть просто символика шаманов, но совпадение интригует. Интересная деталь. Петроглифы Онеги – часть мирового наследия, но они до сих пор мало изучены. Их расположение в труднодоступных местах и хрупкость камня затрудняют исследования. Это как послание из прошлого, которое мы еще не научились читать. И снова возникает вопрос, были ли эти рисунки просто искусством, или они скрывают знания, которые мы потеряли? Мегалиты горной Шории, следы исчезнувшей цивилизации. И, наконец, отправимся в Сибирь, в горную Шорию. Здесь, среди тайги, в 2013 году были обнаружены гигантские мегалиты, каменные блоки весом до 3000 тонн, сложенные в стены и структуры. Некоторые из них имеют следы обработки, ровные грани, отверстия, словно просверленные современными инструментами. Официальная наука считает их природными образованиями, но альтернативные исследователи уверены, это руины древней цивилизации, возможно, старше египетских пирамид. Что поражает в горной Шории? Масштаб. Для сравнения, блоки в Баальбеке, считающиеся одними из крупнейших в мире, весят около 1000 тонн. Здесь же в 3 раза больше. Есть следы оплавления, как будто камни подвергались воздействию огромных температур. Одна из гипотез – это следы ядерного взрыва или высокоэнергетического оружия. Звучит как фантастика, но как объяснить такие аномалии? Местные шорцы рассказывают легенды о каменных городах, построенных богами. Некоторые исследователи сравнивают мегалиты с полигональной кладкой в Перу, где камни идеально подогнаны без раствора. Если это дело рук человека, то кто и как мог создать такое? И почему эти структуры были забыты? Возможно, мы стоим на пороге открытия, которое перевернет наше понимание истории. Что объединяет эти места? Башня дьявола, Петра, Ваттаваара, петроглифы Онеги, мегалиты горной Шории. Все эти места объединяет одно. Они заставляют нас сомневаться в том, что мы знаем о мире. Наука предлагает рациональные объяснения, но они не всегда закрывают все вопросы. Легенды коренных народов говорят о духах, богах и звездах. Альтернативные теории – об НЛО, древних технологиях или катаклизмах. И где-то посередине лежит истина, которую мы пока не можем ухватить. Может, эти места – это напоминание о том, как мало мы знаем о Земле. Или они действительно хранят следы цивилизаций, чьи знания были утеряны. А может, природа сама играет с нами, создавая формы, которые кажутся нам искусственными? Одно точно. Такие загадки заставляют нас задавать вопросы, искать ответы и, главное, удивляться. Заключение – зов приключений. Друзья, мы прошлись по самым загадочным уголкам планеты. От башни дьявола до мегалитов Сибири. Каждое из этих мест – как глава в книге, которую человечество еще не дочитало. Я надеюсь, что это видео вдохновит вас не только смотреть на мир с любопытством, но и, возможно, отправиться в путешествие. Посетите башню дьявола, почувствуйте энергетику Ваттаваары, прикоснитесь к камням Петры. И кто знает, может, вы найдете ответы, которые ускользают от нас.